чтобы ребенок, находясь в фостерной семье, был в безопасности, не подвергался никакому насилию. Okay, so I'm skipping these slides because this is what I just explained. Ну, я несколько слайдов пропущу, потому что я только что это рассказала. So now we're on this slide. The one thing I'll say is we have a goal that no child stay in care more than 1 year. It's a goal, but it's no, they either go home or we move to adoption in 1 year. That never happens, but the goal is 1 year, maybe 2 at the most, because it can go on forever. Федеральный закон устанавливает, такая основная цель, что устанавливает такое правило, чтобы ребенок находился в семье не дольше 12 месяцев. В реальности это немножко по-другому, но тем не менее федеральное законодательство такой лимит установило. То есть ребенок должен вернуться либо в свою кровную семью, либо уйти на усыновление. В реальности это получается где-то год-два он может находиться в фостерной семье. And the courts review regularly to make sure that families are getting the services they need and they are working on their plans to get their children back. И суда регулярно просматривают дела каждого ребенка для того, чтобы убедиться в том, что его кровная семья получает необходимые услуги и действительно предпринимает шаги по возвращению ребенка в семью. And finally, for safety, we have licensing standards and training standards. Every state has that, so that we know that foster carers are able to keep children physically safe. И у нас в каждом штате, каждый штат немножко свою систему устанавливает, но тем не менее она обязательно там есть. Это система лицензирования, это система подготовки, обучения фостерных семей, так чтобы мы были уверены в том, что ребенок, находясь в этой семье, находится в безопасности. And this next slide just shows you that we've had some success, but I want to get to the next slides before my time is over. Ну и вы увидите, я поделилась некоторыми примерами успеха, вы потом внимательно это прочитаете. Но я боюсь не успеть вам все рассказать. So, the problem that we face is, do children get all of the emotional care that they need, which is this. And so we started something which I will explain. I'm going to skip through these to just say we have a new system in 5 states that the Youth Law Center developed with them to ensure the following. We have a new system in 5 states that is based on the following principles. Но, несмотря на то, что мы обеспечиваем детям физическую безопасность, нередко мы отмечаем, что качество фостерной семьи таково, что эмоциональные потребности ребенка все равно там могут быть не удовлетворены. И поэтому в 5 штатах была проведена такая инициатива, и о ней я хотела бы более подробно рассказать. So you can read these, but the most important thing is that, just as Kevin said, parenting is the most important thing we can do for any child to keep them safe and help them recover. So we need to focus every resource on parenting, and you can read the rest of the slide. И, как уже сказал Кевин, это действительно наша основная задача – это обеспечить ребенку такой стиль воспитания, такой стиль родительского отношения к нему, чтобы он находился в физической и эмоциональной безопасности. And we think there are 3 things you have to do that. The entire foster care system has to be based on child development principles and use what we have learned in child development and child psychology to create all of its policies and practices, and we are able to do that by working with our partners like Bagra. И эта программа базируется на нескольких основных принципах. Основной принцип, первый принцип – это использование исследований и научных данных для того, чтобы обеспечить ребенка хороший, качественный стиль воспитания, хорошую заботу. И действительно есть ряд программ, которые отвечают этим стандартам и учитывают принципы детского развития и детской психологии. So, also we need to get excellent foster parents and keep them. And we need to look at everything through the eyes of the child, not through the eyes of the government or the system, but how is this impacting the consumer, the child, also the birth parents.
И также очень важно, чтобы с нами оставались высокопрофессиональные родители, то есть которые продемонстрировали свои высокие навыки. И очень важно, оценивая эффективность системы, смотреть на нее глазами ребенка, а не глазами социальной системы или не глазами правительства. So very quickly we have involved in these places. When we create a new policy or practice, we involve professionals in child development and psychology in assessing every one of our practices. Когда мы разрабатывали такую программу и разрабатываем аналогичные программы, мы привлекаем к совместной работе профессиональных психологов, которые помогли бы нам понять, какие процедуры там должны быть. We have tried to make expectations for foster parents here. We've tried to make expectations for foster parents much clearer, and to involve foster parents in any time we develop a policy, practice, or staff law. We have involved foster parents in creating that law so that we can understand how it really impacts people on the ground. There's more about this in the slides. И психологи помогают нам проводить оценку на разных этапах работы с фостерной семьей, но для нас еще очень важным является привлечение самих фостерных семей к принятию решений, принятию ключевых решений относительно политики, социальной политики в отношении детей. И вы дальше на слайдах. И очень важно нам обращать внимание на ожидания фостерных семей, чего же они хотят. We have foster parents have continual training online to suit the exact needs of their children, and training, as I know Kevin does, by their peers, other foster parents who really know how to do this. And again, you can read the rest of the slide. Yeah. Наши фостерные семьи регулярно проходят обучение, как вчера говорили, повышение квалификации, они все время учатся в системе онлайн, они получают всю необходимую поддержку для того, чтобы становиться лучше. И на слайдах вы можете прочитать, что конкретно делается. We have children and families also involved when we create any new policies or practices, and we give them the opportunity to change the policies as they are impacting them. I can explain all this in the workshop or if I talk to you individually, but we think the voices of the youth are the most helpful to us in learning what is actually happening. And as you'll, go ahead. Но для нас также очень важным является привлечение самих детей к участию в разработке политики, процедуры принятия важных ключевых решений, то есть такое включение молодежи. Я более подробно расскажу на секции сегодня или в перерыве, если хотите, подойдите. Но нам кажется важным вовлечение самих детей в принятие важных ключевых решений. So very quickly, because I have like 1 minute left, I want to say that, okay, very slowly because I have enough time, I will say, here, what we have seen that's different, when you base things on these principles, is that first, I keep looking at Kevin because I think he has the same things happen. We want our children to live normal lives. I was saying to Valerie yesterday, our children do not want to be called foster children. They want to be children who happen to live in foster care. So that means that we have to make sure they are part of everything that happens in their family and community, and that there are no special rules that keep them from participating. И для нас очень важно в разработке таких программ, чтобы дети жили полноценной жизнью, чтобы они не были, чтобы не переписывался им какой-то ярлык, что вот они дети фостеров, да, чтобы они участвовали в обычной жизни школы, ходили на кружки, на какие-то клубы и так далее, чтобы они чувствовали себя действительно в семье. И мне кажется, что и Кевин тоже про это говорил. И нам кажется, что следование тем принципам, которые я вам рассказала, как раз дает такую возможность. And similarly, we want the foster parents should be parents. So they participate, they make decisions for children. They participate in court decisions. While the children are living with them, they are treating them exactly as if they were their own children.
Но мы хотим так, чтобы фостерные родители себя чувствовали как обычные родители, чтобы они участвовали в повседневной деятельности, жизни ребенка, чтобы, если нужно, они ходили в школу, если нужно, они представляли интересы ребенка в суде. То есть вели бы себя как обычные родители по отношению к ребенку. A very important thing to us that I said I would talk about is birth parents and foster parents have to work together. We expect that our foster parents will help our birth parents get their children back, provided the birth parents are doing their part and are trying. Most of our, go ahead. И очень важным для нас аспектом является взаимодействие между приемными, фостерными семьями и кровными родителями. Как я уже сказала, в задачу фостерной семьи входит сделать так, чтобы кровная семья как можно раньше вернула ребенка в семью, к себе. So most of our birth parents, we have abuse and we have physical and sexual abuse, but most of our birth parents, what they have done is they're involved with drugs and alcohol, they are victims of domestic violence, or they have mental health issues. Most of them have not intentionally hurt their children, they are themselves victims. И действительно у нас так же, как и у вас, кровные родители испытывают ряд проблем. То есть они действительно прибегают к жестокому обращению по отношению к ребенку, совершают физическое, сексуальное, эмоциональное насилие или пренебрегают нуждами ребенка. Это чаще всего потому, что они употребляют психоактивные вещества, алкоголь, наркотики, они сами являются жертвой домашнего насилия. И мы смотрим на это таким образом, что они не просто так жестоко обращаются с ребенком, что они сами являются жертвами. So our experience is that if the foster parent reaches out, the birth parent will take their hand and will try to change and take care of their children, or if they can't, they will allow the foster parent to adopt the child and keep a relationship with the birth parent. И наш опыт показывает, что если фостерный родитель протягивает руку, то кровный родитель готов эту руку взять, принять, получить помощь и поддержку со стороны фостерной семьи. И либо сделать так, чтобы ребенок вернулся обратно в кровную семью, либо таким образом выстроить отношения, что разрешить ребенку уйти на усыновление и при этом поддерживать с ребенком отношения после усыновления. So this works out for the best for the child, so they don't lose people, they keep gaining them, and for the best for the birth parents. И нам кажется, эта система эффективной как для детей, потому что они не теряют значимые родственные связи, но нам кажется, это важным и для самих кровных родителей. And I was in a meeting last week, and birth parents said, if not for this woman's kindness, I would not be alive today. She has kept me alive and kept me with my children. На прошлой неделе у нас была такая трогательная встреча с кровными родителями, и одна мама сказала, что, знаете, если бы мне в свое время фостерная вот эта такая добрая, теплая женщина не протянула руку, я была бы уже не жива на настоящий момент, меня бы не было. So I was happy to see your stickers. Ask for kindness, Valerie told me. И действительно, мне кажется, что это очень трогает, да, что фостерные семьи могут проявить такую теплоту и доброту по отношению к кровным родителям. So, how much more time? Okay, I'm trying to go. Oh, I have 10 minutes. I have a lot of things to tell you. I can introduce my daughter who's here. У меня осталось 10 минут, я вас могу со своей дочерью познакомить. We think placement is a very big issue. Again, as Kevin was saying, if we make a mistake in the beginning, then that mistake gets worse and worse. So if it's a bad fit, the child leaves that home, goes somewhere else. A good fit in the beginning is important. И мы также большое внимание уделяем тому, чтобы очень тщательно подобрать ребенку семью, потому что если мы вначале это неправильно сделали, то проблемы накапливаются. И Кевин уже об этом тоже сказал, поэтому нам кажется важным вот на этом этапе очень хорошо поработать. So when we're selecting
families for children, we try to know as much as possible about the child and the family and make sure it's a good fit, not only that the family has space for the child. Поэтому, когда мы подбираем ребенку семью, мы очень много собираем информации о самом ребенке, о семье, чтобы убедиться в том, что действительно семья этому ребенку подходит, а не просто у них есть там свободные квадратные метры. For example, a little thing. If a child hates sports, if a child doesn't like sports, but the family loves sports, that's not a really good fit. We can do much better in fit if we can get enough people who will be willing to be foster parents. Ну, например, такая простая вещь, если ребенок ненавидит спортивные игры, а приемная фостерная семья обожает спорт, то навряд ли могут быть точки напряжения между ними. И поэтому нам, конечно, для того, чтобы был выбор среди фостерных семей, нужно, чтобы у нас было их достаточное количество. And very important for older children, maybe 10, 11, 12 and up, we give them a voice in selecting the family. И что еще очень важно, как я уже сказала, детям, которым старше больше 10 лет, мы даем им возможность принимать решения, в какую семью они хотели бы пойти, принимать решения относительно размещения в фостерной семье, в частности. If they're staying with a relative, we let them help select the relative. If they are with a stranger, we tell them about the family and let them talk to them so they can feel like they have some rights and some say. Например, если мы размещаем детей в родственную опеку, то мы у детей спрашиваем, с каким из родственников он хотел бы жить. Если мы выбираем семью фостерную, чужую для ребенка, то мы рассказываем ребенку о семье, какая она, кто в ней живет, и спрашиваем его. И ребенок имеет возможность предварительно поговорить с семьей, встретиться, и мы спрашиваем у него его мнение, хотел бы он пойти в эту семью. Для нас это кажется очень важным с точки зрения соблюдения прав ребенка. Does this make sense to everyone? Как вам эта идея откликается? Понятно? Соблюдение прав ребенка, его голос, да, откликается. Okay, oh, thank you. Okay, tell them I'm very needy and I need to have feedback. Кэрол просто говорит, что ей периодически нужно, чтобы вы давали обратную связь, кивайте, если вам понятно. Okay. What Kevin said about children moving from place to place is really important. So we think it is very, very important to give a lot of support to a family when it seems like they are reaching a point that they can no longer care for the child, and much before that. No, I'm sorry, the foster family. So if a foster family feels I am having a lot of trouble, they really need support then, rather than saying, I give up and moving the child. И как уже сказала Кевин, действительно, у нас тоже существует проблема частой передачи ребенка из одной фостерной семьи в другую, или возвращения в кровную семью обратно в фостерную семью в другую чаще всего. И здесь нам очень важно в фостерной семье оказывать всяческую всестороннюю поддержку на этапе, когда семья уже чувствует некоторое напряжение, да, чтобы не доводить до кризиса, что семья может получить поддержку, когда они чувствуют, что что-то пошло не так, и не доводить до такой ситуации, что они придут к нам в опеку и скажут: нет, все, заберите, пожалуйста, ребенка обратно. Because we know that if children move 3 times, they will wind up moving 20 times. They believe that they do not deserve a family, so they act like they do not deserve a family, and it makes it very hard to care for them. And it makes it hard for them to be successful adults.
А у нас есть такое наблюдение, что если мы 3 раза переместили ребенка, то мы в следующий раз переместим его и 4, и 5, и 6, и до 20 перемещений возможно, потому что ребенок теряет веру в то, что может найтись ему подходящая семья, которая может его выдержать, которая может принять его таким трудным, непростым, и он начинает демонстрировать трудное поведение, таким образом подтверждая для себя реальность, и это не дает ему возможности вырасти полноценным, продуктивным взрослым. And finally, when children do move, they move home, they may move to an adoptive home. When they move, we try to do it slowly and carefully, having in mind their age and their needs in child development. For example, a very young child cannot just move from one family to another with no preparation. И когда мы перемещаем ребенка в семью, мы очень много времени и внимания этому уделяем. Мы делаем процесс медленным, постепенным. И, конечно, учитываем возрастные особенности ребенка, особенности его развития. Например, ребенок раннего возраста не может просто быстро, находясь в одной семье, поехать в другую или уйти на усыновление. Мы очень тщательно подходим к этому процессу и делаем его медленным. Then for older children, even after they become adults, need supportive relationships. So we try to continue these relationships even after children become adults. We try to give supports. И мы обращаем еще особое внимание на сопровождение детей после достижения ими совершеннолетия, потому что они все равно нуждаются в отношениях и в эмоциональной поддержке, и мы оказываем разностороннюю поддержку даже после того, как они стали молодыми взрослыми. And because we are so in favor of legal permanency, we continue to give financial supports to families after adoption and to children who have been adopted after they become adults. So if you can, meaning they are somebody's parents. И поскольку мы особое внимание уделяем тому, чтобы за ребенком все равно законодательно был закреплен какой-то родитель до окончания его жизни, не только до достижения совершеннолетия, то мы продолжаем платить пособие или какую-то финансовую поддержку, оказывать фостерным семьям и семьям усыновителей после достижения их ребенка 18-летнего возраста. So, for example, our government gives scholarships, does that make sense, to children in foster care for college. We give the same scholarships to children who are adopted from foster care, so people won't say, I don't want to adopt them because the child would lose some privileges because they are adopted. Make sense? Ну, например, у нас есть такая льгота для детей из фостерных семей, поступающих в университет. Дается скидка на оплату обучения. Раньше у нас было, что дети с семей усыновителей такую скидку не получали. Но сейчас мы пришли к тому, что и дети из семей усыновителей, которые пришли из системы фостерной семьи, пошли на усыновление, тоже получают такую льготу при поступлении в университет, так чтобы люди не отказывались брать ребенка на усыновление только из-за того, что они могут потерять такие льготы. So these are just some examples. All of these ideas came to us from children, foster carers, and birth parents, as well as social workers. They were not invented by people in Washington, D.C. They were invented by people who are doing the work. И я хочу сказать, что хотела поделиться с вами результатами нашей работы, и те идеи, которыми с вами делюсь, они не пришли к нам сверху, не пришли к нам из правительства, из органов опеки. Это те идеи, которые возникли в головах людей, которые непосредственно на местах живут и проживают этот процесс. То есть с нами делились сами дети, родители, социальные работники, психологи. То есть это снизу такая инициатива пришла. But the work for change is never over, because children do not need bureaucracy,
children need loving families. Governments need bureaucracy, so it's always a tension. Но нам кажется, что эта работа наша никогда не закончится, потому что детям не нужна бюрократия, не нужна эта волокита, им нужны теплые любящие семьи. А вот правительство всегда требует какие-то бумаги, отчеты и так далее, и поэтому, конечно, это всегда точки напряжения будут. So for the past 10 years, we are always reassessing the system through the eyes of the children. Поэтому последние 10 лет в нашу задачу входит постоянная оценка работы, эффективности работы системы, глядя на нее глазами детей. And we know we can do better. We are parents to these children. We can always do better for our own children. We can do better for these children also. И мы всегда нацелены на то, чтобы как можно больше качественных услуг предоставить нашим детям, в целом, чтобы жизнь наших детей стала лучше. And I hope that if you agree with some of these ideas, we will be able to partner with you as you are putting them together. И если вы согласны с теми идеями, которые я вам представила, то я надеюсь, что у нас с вами может получиться хорошее сотрудничество. Thank you very much. Спасибо большое. Я хотела бы большое спасибо за выступление. Я хочу немножко нарушить регламент и задать Кэрол несколько вопросов, которые возникли у меня и, возможно, возникли у тех, кто слышал ее выступление. Дело в том, что я думаю, что не только у меня складывается ощущение, что у нас много разные подходы к тому, как мы видим семью и как мы видим семейное устройство. И мне кажется, что было бы правильно, возможно, раскрыть позицию, чтобы понять, насколько мы похожи, насколько мы в этом вопросе отличаемся. Вопросов, конечно, возникло очень много, есть такие блиц, есть вопросы, которые, наверное, требуют некоторого раскрытия. Дело в том, что мы считаем, что если ребенок приходит в семью, то он должен в ней остаться и сформировать там устойчивые, продолжительные доверительные отношения. Если только речь не идет о том, что это очень непродолжительное размещение при условии высокой вероятности возврата в родственную семью. Зачастую бывают ситуации, когда уже понятно, что ребенок в семью кровную не вернется, и тогда речь идет о его размещении в семье. В нашем случае речь о семье, не фостерной, а приемной, идет, как правило, в случае, если невозможно усыновление, если семья нуждается в дополнительной поддержке, то есть как раз в случае размещения трудных детей. Как в вашем случае, если, вот, например, в семью размещается трудный проблемный подросток, который не может вернуться в кровную семью, и речь не идет о том, чтобы разместить его в учреждение, как это совмещается с сроком 12 месяцев в семье и с возможностью установления доверительных отношений в том случае, если родители нацелены на то, чтобы быть родителями. Через 12 месяцев они перестают быть родителями. Как вот работает в этом случае эта система? Или что происходит дальше с ребенком? Oh, that's a really good question, because it means I was not clear in what I said. Ну, может быть, действительно, я как-то не очень четко прояснила. Есть существенные различия между российской системой и системой США. We also believe that the best family to adopt is the foster family. And if the child can't go home, we want them to stay with that foster family for life. Ну, мы тоже верим в то, что если мы понимаем, что ребенок не может вернуться в свою кровную семью, то мы хотим, чтобы он остался на всю жизнь в той фостерной семье, в которой он сейчас находится, чтобы он семьи не менял. What I mean to say is, for us, then they're not in foster care anymore. Then they're in a permanent family for them. Но тогда у нас эта семья перестает быть фостерной, то есть профессиональной семьей. Тогда она становится уже действительно постоянной семьей для этого ребенка. So, in other words, the government wants a decision to be made in a short period of time, 1 to 2 years,
Are you going home, or are you going to a different permanent family? Our goal is that that permanent family would be the foster family. То есть здесь вот это ограничение в 12 месяцев, оно нужно для того, чтобы через год, ну максимум через 2, было принято решение